Энтузиастики, приветствую вас на канале. Итог, ну что, утренний обзорчик рынка. На данный момент у нас видно откат, рост был, но он уже и всплыл. Эфириум теряет минус 1%, биток 1,3%. Вернее, это у нас особо не такой откат, но это идет боковое движение. Боковое движение, распил, и, конечно же, мы там видим с вами статистику, то, что вроде бы как на самом деле у нас идет откат. Если посмотрим на CoinMarketCap, то мы видим то, что у нас 3 триллиона 900 ярдов капитализация. Отката особо не было, просто небольшая коррекция. Может быть такое, что большинство людей выходит с рынка и видно, что по сообществам покидают рынки. Некоторые ожидают эфириум диапазон 8 тысяч долларов, некоторые 20 тысяч долларов ожидают. Но эфириум пока есть 3722. Вот, в принципе, вот так вот. И самое важное, индикатор альт-сезона у нас смещается в отметочку альт-сезона. Мы с вами видим то, что у нас уже здесь альт-сезон. Нужно фиксировать прибыль. Биткоин сезон отметочка минус 15 пунктов, а альт-сезон у нас прибавил на данный момент у нас 55 пунктов. И какие же альткоины дают альт-сезон? Мы можем с вами увидеть то, что мемкоин Pengu просто пульнул на 429%. Ну, 4 икса довольно-таки неплохо. SPX, SFX. Короче, я так понимаю, что вот эти вот все альткоины, большинство этих альтов нет у вас в портфеле. HTZ старый альткоин 80% роста дал, сей 80% роста. Ну, сей это просто ни о чем, потому как большинство его покупали очень давно, и там график, ну, не очень таки хороший. Это от донышка 80% и все. Но на несколько иксов это у нас Pengun, SPX, CFX, Virtual 150%, Hupi 139%, VIF, Bonk и Ethereum 100% роста. Эфириум Флоки 106% роста. Эфириум дал 100% роста, и мы должны были увидеть как минимум по 5-10 иксов на альте, но мы этого не увидели. Ну и в дальнейшем, конечно же, биточек наш, самый глава, такой вот цифровое золото, оранжевым цветом. Биток никогда не будет 0, никому не верьте. Мы видим то, что он дал 26%. Жаль только, что нету битка ни у кого в портфеле. У меня, в принципе, тоже нету, потому как я его обменял на эфириум. Сижу в эфириуме и застейкал свои эфиры на бирже WhiteBit. Рискнул, я закинул 3 эфира. Все-таки вчера с этим я делом всем проморочился, сделал верификацию, прошел верификацию и закинул. Через 180 дней я получу 840 долларов. Кому интересно, ссылка на данную биржу есть в описании под видео. Можете зарегистрироваться, прежде чем заводить туда средства, пройдите верификацию, заведите некое количество средств, приходят ли они туда или нет, все ли работает, проверьте, и потом рискуйте, в дефе можете себе стейкать. В принципе, это обычный фиксированный стейкинг, морозите свои средства на 180 дней, по истечению времени вам приходят средства обратно на счет и приходит 840 долларов в эквиваленте эфириума. На данный момент по курсу это получается 840 долларов. А если быть поточнее, 0,22 эфира. Относительно бакса 840 долларов. Если эфир будет 8000 долларов, здесь будет 1600 баксов. В принципе, вот так вот. Доминация биткоина у нас стремительно падает, и мы с вами не видим никакого альт-сезона. Его просто нет. Его нету, этого альт-сезона. Нету. Ну, вот это что? Это не альт-сезон. 15%. Все сейчас выпускают ролики в ютубе, криптоблогеры. Вы, наверное, видели то, что у них там в рекомендациях попадают ролики, что альты взрываются, все взрывается, у нас все растет. Но по факту ничего не растет. Если мы даже откроем глобально какие-то там графики, ну вот, допустим, да, возьмем вот VLD. VLD, я не знаю, откроется так. Да, открывается просто шикарно. Просто шикарно. Если мы открываем график VLD, вроде бы как растет. Открываем месячный график. Смотрим, что здесь растет. Ну, вот это вот рост. Ну, это просто ни о чем. Не для этого крипта создано. Что они бросают в эту львовскую кофе, я не знаю. Ну, это просто, вот это вот рост, где этот рост, его нужно увеличить, я не знаю, там микроскопический какой-то здесь у нас получился рост, да. После какой укатки? Ну, это не рост.
Я считаю, что это просто не рост. В принципе, вот так вот. И большинство альтов даже. Вот возьмем, давайте, Penguin, самый такой максимальный альткоин. Альткоин, мемкоин, но здесь может быть график у нас и вырос он. На месячном графике, вот смотрим. Да, иксы, колоссальнейшие иксы дал альткоин. Альтсезон. Penguin 429% роста. Но здесь люди практически в ноле. Где бы ты его ни покупал, здесь люди в ноле. Но 800 с донышка, да, там, ну это ноль, это не рост, это не рост. Рост должен быть огромный, тем более на альте. Тем более на альте, если мы посмотрим Solana, где она здесь найдется ли она, эта Solana, я помню, вот она. Я помню 21 год, я был тогда уже на бычке, я участвовал в этом всем деле. Вот там был рост. Вот там был рост. Вот. Вот так вот это все дело происходило. Я как раз зашел в рынок, когда Solana была вот здесь, вот в диапазоне 20. Диапазоне вот так вот $20, ровненько $20, потому как это было на вот этом вот проливе. Вот. И я смотрю, захожу в крипту, смотрю, Solana показывает вот такое движение, да. Вот это я понимаю рост. Вот это рост, 20 иксов. Оп, 1200% роста. Вот здесь вот на вот этих вот проливах я покупаю тоже. Вот, и в дальнейшем мы с вами видим. Вот это вот еще рост, 10 иксов. Вот это я понимаю рост. График постоянно растет. Вот такой вот у нас имеет график направления. Если мы откроем Penguin, у нас здесь направление вот такое вот. Да, здесь может и есть какой-то рост, но это не рост, я считаю. Вот что. В принципе, вот так вот. В принципе, вот так вот. Такой вот у нас получился альтсезон. И было бы не ошибка, если бы все... Сейчас я бахну кофейка. Если бы, конечно же, я могу себе позволить выпить чашечку кофе, когда делаю этот гребаный видос. Потому как я встаю каждый день в 5 часов утра для того, чтобы вам запилить видос. Так что примите как я есть. Так что, криптоэнтузиастики, роста особо у нас нету никакого. Хоть и капитализация рынка большая и биток на своих исторических максимумах. Биточек на своих максимумах, мы это прекрасно знаем. И если вдруг, не дай бог, сейчас это все дело развернется на медвежку, просто альта умрет. Просто умрет. И было бы не ошибка, конечно же, зимой или даже весной скинуть все альткоины и перейти в эфириум. Эфириум бы ваш портфель вытянул бы в ноль. И сидели бы в эфире, например, бы стейкали его, как я. И больше ничего бы не делали бы. И ну его нафиг эти альты. В принципе, вот так вот. Но поезд уже ушел. Нужно ждать. Может что-то еще появится. Итак, биток у нас. Метрика потихоньку. Приближаемся к желтому цвету. Это будет пик бычьего рынка. Желтый цвет, я думаю, что у нас будет где-то октябрь-ноябрь 2025 года. Все у нас пока что на этом рынке циклично, одно только не циклично с альтсезоном, потому как не такой альтсезон я лично сам ожидал. Я видел альтсезоны, я видел движения, я участвовал в этих движениях, даже в 2022 году на дне медвежьего рынка, и то альткоины показывали 10-15 иксов. Сейчас просто это просто ни о чем. Само собой, давайте посмотрим метрику P-Cycle Top. Открываем курс биткоина, где наш любимый график. А вот он. На битстампе. И смотрим. Мы каждый день рассматриваем данную метрику P-Cycle Top. Может она нам покажет какой-то результат. На хэшрибансе, повторимся, давайте. Хэшрибанс, нету никаких сигналов. Давайте посмотрим час. Нету сигнала, просто идет капитуляция. Длительный период времени с 25 июня. Есть капитуляция. И, конечно же, 30-минутку нашу любимую. Нету синей точки. Ожидаем. Может быть такое, что здесь еще появится синяя точка. Конечно же, это все дело у нас зачастую заканчивается проливом вниз. Вот такие вот у нас бычьи формации. Они зачастую заканчиваются небольшой коррекцией по битку. Есть небольшой пролив. Вот у нас уже они опять начинают
зажимать это все в треугольнике. Зачастую это все дело у нас заканчивается вот таким вот движением боковым. Потом идет пролив. Я думаю, что до 112 тысяч долларов могут достать. Альткоины в этот момент скорректируются еще на 30%, пострадают. Ну и потом может быть такое, что мы увидим продолжение роста. А продолжение роста мы, конечно же, с вами ожидаем. И на дневке мы смотрим скользяшки. Мы с вами смотрели. Так, индикатор, P-Cycle Top. P-Cycle Top, смотрим. Кто новичок у меня на канале, повторимся. То, что P-Cycle Top всегда показывал пик бычьего рынка по биткоину. Вот у нас вершина апрель 2021 год. По RSI здесь вершина не в ноябре, а в апреле 2021 года. Также P-Cycle Top показал в 2017 году вершину и две вершины 2013 год показал. Ну, кто не видит график, здесь у нас были вот такие вот две вершины. Вот, все это дело у нас уже тогда торговалось по Fibonacci. Вот. Вот у нас раз вершина. Вот у нас два вершина. Ох, были времена, когда биток стоил 600 долларов. Это просто трэш. Здесь была колоссальнейшая волатильность. Правда, тогда не было особо каких-то бирж. Но это дневной график, смотрите. Тогда была сильнейшая волатильность на биткоине. Смотрите, биток просто в моменте падал в течение дня на 72%. Вот. И мог просто-напросто восстановиться на 151%. Если представьте, какие были колоссальнейшие движения на битку. Здесь у нас есть пересечение скользяшек. Желтая, зеленая. Желтая у нас медленная, вернее, зеленая это у нас медленная скользяшка, желтая быстрая. Как только они пересекаются, это пик бычьего рынка. У нас потом желтая вверх. Это у нас дно медвежьего рынка. Я думаю, что мы поучаствуем еще в этой медвежке. Купим биток. Правда, я уже не хочу снимать видео. Я уже хочу просто закинуть это все дело к ядроне бабушки. Мне уже это немножко начинает настоебенивать. Очень надоедает, короче говоря. Нету особо никакой поддержки на канале. Маленькое количество подписчиков. Каждый день добавляется там по 2, по 3 подписчика. Но это просто ни о чем. Если взять каких-то блогеров медийных, инфлюенсеров, которые несут какую-то вечно чухню вам постоянно, у них что-то куча подписчиков. Смотрите, какие здесь откупы были. Ну, это что-то знал. Это кто-то знал. Откупы, да? Проливы и откупы. Кто-то сбрасывал, кто-то откупал. 16-й год. Ё-моё, какие золотые времена. 9 лет тому назад это все было. И смотрим текущее состояние по биткоину. Ох ты шо, какая же красота. 19-й год, донышко. Сейчас, наверное, все ожидают медвежку, чтобы закупиться биткоином, да? И 21 год. Вот, тоже 22 год, донышко по биткоину. Как сейчас помню все эти моменты. Просто шикарнейшие моменты. Биток по 15 тысяч долларов я покупал по 16. Даже 15 800 где-то у меня есть ордер покупки. И что мы смотрим? Мы видим то, что у нас зеленая скользяшка медленная, да? Вот она. Чуть-чуть. Мы здесь сместились чуть-чуть. Вот мы ее сюда вот подсоединили. Это было 18 июля, сегодня уже 22. Вот. Она чуть-чуть сместилась сюда, вниз. Сейчас на данный момент она имеет свою вершину в диапазоне 176 тысяч долларов. И мы предполагаем, что цена биткоина на пике бычьего рынка будет, по всей видимости, где-то в диапазоне 176 тысяч долларов. Август 25 год или где-то ноябрь 25 год у нас будет, по всей видимости, вершина. Мы так предполагаем. Дальше смотрим желтую скользяшку. Желтая скользяшка уже движется намного быстрее. Что мы видим? То, что она потихоньку начинает поджиматься. Смотрите, к зеленой скользяшке она поджимается. Вот мы поставили буквально вчера, 20 июля, позавчера, сюда вот линию, и она уже вот здесь немножко сместилась. Так что индикатор P-Cycle Top, все у нас работает. Вот такое вот у нас получается смещение. Мы здесь вот были,
Сейчас вот мы вот здесь вот поставим. Ну, вот так вот. Напротив я не могу поставить, конечно же. Ну, вот так вот поставим. Вот. Я думаю, что вы поняли всю суть. Сбилась. Вот. Все, у нас здесь идет напротив. Посмотрим. На это все нужно время, конечно же, чтобы желтая скользяшка соприкоснулась с зеленой. Вот примерно мы примерную такую траекторию выстроили. И здесь будет касание, ну где-то январь, может 26 год. Может здесь будет ноябрь 25 года. Если биток начнет быстрее расти, то касание будет намного раньше. Вот. И где-то в вот этом вот блоке у нас закончится пик бычьего рынка. Мы это все дело вот так вот немножко почистим. Это у нас флагшток бычьего флага. Мы находимся в бычьем флаге. Здесь вот находились в бычьем флаге. Вот наш флагшток. Вот он. И цена битка может быть в диапазоне 170 тысяч долларов. Тут у нас бычий флаг, тут у нас флагшток. Я, короче, думаю, вы поняли данный паттерн. Он у нас, конечно же, я думаю, отработает. Сейчас мы локально уже формируем бычий треугольник. Вот он. Я думаю, что мы выйдем с этого треугольника вверх. Также у нас есть гэп в диапазоне 91 тысяча долларов. Ну и трендовая линия, которая уже пробита. 2017 год имеет свое начало данная трендовая линия. Вот здесь были касания, мы ее пробили. Само собой паттерн чашка с ручкой отработал. И мы можем, конечно же, вернуться, протестить данную трендовую линию. Это будет как раз цена биткоина 112 тысяч долларов. Вот у нас будет ретест. И надеемся, что у нас в дальнейшем будет рост по биткоину, потому как без роста мы не можем с вами увидеть рост альткоинов. Альтсезон они пока что не дают, и альтсезон, я думаю, что где-то начнется вот здесь вот. Может быть такое, что с сентября 2025 года. Здесь уже начнется, наверное, все-таки хорошее движение альткоинов. Также мы с вот этой вот небольшой коррекцией мы можем протестить вот этот вот ордер блок. Верхнюю часть ордер блока мы можем протестить вот этой вот коррекцией. Я ожидаю коррекцию по биткоину, ну где-то в диапазон 110 тысяч долларов. Но не опускаемся мы ниже, чем 103 тысячи баксов. Это будет очень плачевно. Очень плачевно. Это будет не очень хорошо для биткоина. Если мы посмотрим, в принципе, вот так вот, все это дело, то здесь у нас как раз проходит линия POC в диапазоне 107 тысяч долларов по объемам. Смотрите, вот у нас линия POC 107 тысяч долларов. Мы можем, в принципе, сюда потихоньку опуститься. Вот, здесь огромные блоки. Синие линии это покупки, желтые продажи. Были небольшие продажи вот здесь вот на Panic Sale видно. Огромные блоки синие это у нас покупки. Также мы видим здесь тоже колоссальнейшие покупки. И были здесь продажи, блок 119 тысяч долларов. Это блок сопротивления. Нам нужно будет его в дальнейшем преодолеть. Вот так вот. Вот этот блок у нас выступает сопротивлением. В принципе, так вот локально биток мы разобрали с вами, посмотрели. Блок сопротивления, блок поддержки. Сейчас мы здесь будем ходить какой-то период времени. Можем пролиться немножко. Альткоины, конечно же, в этот момент пострадают еще. Я думаю, что будет на альте еще пролив до 20%. Но паниковать не стоит. Мы находимся все-таки в бычке и где-то на пороге подключения, наверное, все-таки альтсезона. А может этого альтсезона и не будет. В принципе, вот так вот. Мы видим то, что у нас буквально за месяц альткоины выросли на 30-40%. Ну, это просто рост ни о чем, потому как днище полное обновлено было. Даже некоторые альткоины опустились ниже, чем апрельские цены. И, ну, это рост просто ни о чем. Ну, тот самый Aptos, ну, 5,5 долларов. Ну, камон, ребят. Ну, это ж не рост. Это не рост. Юпитер, да, я давал сигналы в закрытом канале. Юпитер четко отработал у нас здесь. 2 икса можно было по Юпитеру забрать. Вот что. Есть закрытый канал, кому интересно, все ссылки есть в описании под видео. Ну и, конечно же, неделька у нас тоже немножко все это подорожало, а вот на дневке мы уже видим обратное. Коррекция на 4-5%. Если еще будет биток у нас двигаться в сторону 110 тысяч долларов, то альты еще протекут. В принципе, вот так вот. Нужно быть к этому готовым.
Доминация биткоина у нас падает. Доминация битка у нас просто-напросто валится на дневке, но роста альты нету. Смотрим. Сегодня уже зеленая свеча. Ну, понятно, мы упали конкретно. И я, в принципе, предполагал, что мы будем в вот этом вот блоке пилить боковик. Сейчас, по всей видимости, будем пилить вот здесь, вот в диапазоне 60%. Здесь как раз сильнейшая зона поддержки, потому как здесь у нас началась манипуляция с Трампом. У нас здесь вершина, когда были президентские выборы, Трамп стал президентом. У нас здесь, конечно же, чуть-чуть мы не дотянули до инаугурации Трампа. И здесь будет распил, по всей видимости. Здесь может быть распил на протяжении 1,5 месяца. Я думаю, что до середины сентября мы можем даже здесь увидеть распил. Многие будут здесь паниковать. Может быть такое, что некоторые альткоины отстрелят, а некоторые укатаются. Сейчас мне пришло уведомление по поводу делистинга ряда активов на бирже BinX. Закидываю ее в телеграм-канал. Кому интересно, есть телега в описании под видео. Вот. Кому интересно, есть в описании под видео. Там у нас сформировалось наше небольшое сообщество. Боже мой, как же все сложно. Как же все сложно. Мне еще доктор написал в телегу. Доктор это тоже у нас с нашего криптосообщества человек. Итак, в принципе, что? Ожидаю по доминации. Здесь может быть такое, что будет боковой распил. Так было тоже у нас по истории. В 2021 год мы видим аналогичный распил. Дальнейшее падение доминации. Хотя бы увидеть бы падение доминации, но ниже, чем 54%. Вот сюда, вот на 48-49. Хотя бы. Мы большую часть уже пути прошли, но альтсезона нету. Вот. Здесь у нас уже падение на 8,5%. Альта просто-напросто чуть-чуть приподнялась вместе с эфириумом, и все, альтсезона нету. По всей видимости, может здесь вот начнут уже качать эту скомовозку. И еще один интересный момент. Давайте с вами посмотрим DXY. Давайте посмотрим DXY, потому как у нас биток хорошо ходит за DXY. Мы на данный момент находимся вот здесь вот. И одну неделю мы уже пережили. Даже уже пошла вторая неделя, сегодня вторник. И здесь есть такой вот ордер блок. Это, по всей видимости, будет пролив на биткоине. Если мы прикинем, где наш биток, вот он. Вот, смотрите, похожая картина, да? Мы потихоньку закругляемся. Если мы здесь закругляемся вверх, потихоньку идем по DXY, DXY восстанавливается, доллар восстанавливается, то биток здесь потихоньку начинает протекать. Вот. И по всей видимости мы где-то до 3 августа, ну, наверное, вот так вот отрисуем здесь такую вот картину. Вот так вот примерно, да. Посмотрим. Там, само собой, 5 августа у нас был пролив Трамп-дамп. К этому нужно быть готовым. Если у кого есть бабки, будете тарить криптовалюту, если вы хотите. В дальнейшем, после дампа, мы видим дальнейшее падение DXY. И тут будет важный момент. Будет ли здесь раскорреляция DXY от битка? Мы не знаем еще. Но пока что раскорреляции нету. Биток идет строго за DXY. В дальнейшем мы видим еще падение. Здесь идет распил. Так как мы и предполагали, в вот этом вот блоке у нас идет распил DXY. Вчера буквально все это дело развернули, пролили. Я думаю, что небольшой сквиз у нас может быть в диапазон 92 пункта. Сейчас начинают подогревать это все дело с долларом. Вы, наверное, видели видео с Лё Сатоши, как он там рассказывал про бакс, про то, про все, что там 3 жира не хотят покупать, тудам-сюдам. Но это все новостной фон.
потом все это дело утрясется, когда закончится медвежка по баксу. А медвежка по баксу здесь у нас как раз и происходит. Если мы посмотрим недельку, вот, то мы находимся в таком вот восходящем канале. Длительный период времени с 2007 года, чуть ли не сказал биткоин, а доллар идет в восходящем канале. Вот у нас медвежка по доллару, вот медвежка, бычка по криптоактивам. Бычка по доллару, медвежка по криптоактивам. Медвежка по доллару, бычка по криптовалютам. Вот у нас медвежка по крипте, бычка по баксу. Вот у нас на данный момент медвежка по баксу. Это можно так выразиться простыми словами. Но я думаю, что здесь мы с канала этого не выйдем. Навряд ли дадут скамить бакс, потому как вся экономика мира привязана к баксу. Все это мы видели, все эти новостные фоны. Я пережил был крах 2008 года. Это все новостной фон, то, что они там будут что-то скамить. Потом в дальнейшем все это дело здесь они откупят и потянут всю эту скамовозку просто вверх, на дальнейшую бычку по баксу. Пока что у нас здесь все идет по плану, мы шикарно движемся. Я думаю, что эти движения у нас будут здесь гармоничные. Вот. И боковое движение, распил в нижней части канала, я думаю, что мы здесь пробудем где-то до декабря 2025 года. Закончится здесь медвежка по баксу, они подвезут новый новостной фон, все крупные дяди откупят там всякие трижера, S&P 500, короче говоря, разные свечи, и на этих свечах мы улетим на бычке по баксу. Вот. В этот момент начнет корректироваться биткоин. Вот такой вот план. В принципе, раскорреляции пока что нету. Мы где-то находимся вот здесь вот по битке. Есть еще движение на коррекцию по биткоину, и в дальнейшем, по всей видимости, будет снижение. Тут будет распил, и тут будет качаться альта уже. Вот, в принципе, вот так вот. Что касательно самого индекса стейблкоина, давайте мы посмотрим. Сейчас мы видим то, что у нас отрабатывает медвежий флаг. Медвежий флаг отрабатывает, все четко. И крупный игрок начинает потихоньку киты сбрасывать стейблы и переходить в криптовалюты. Вот что. Я думаю, что здесь еще может быть движение вот этот вот блок, диапазон 3%. Здесь мы с вами увидим боковое движение, раскачку, альт-сезон, и дальше все это дело сбросят. Альту сбросят и опять перейдут в стейблкоины. Вот у нас 21 год, смотрите, бычка как было. Здесь у нас, по всей видимости, тоже будет боковое движение. Будет здесь бычка по альткоину. В принципе, вот так вот. Что сказать? Что сказать? Ну, у кого есть результаты, кто где-то покупал на донышке, не забывайте фиксировать прибыль. Частично. Что-то продайте. Я вчера немножко там продал, где-то примерно 5% от своего портфеля я продал. В стейблы перевел, пускай себе лежат. Небольшие позиции. Взял там чуть-чуть то, продал там. XRP у меня там есть, взял, продал там небольшую позицию, перевел в стейблы, потом еще какие-то там я продавал монеты. Uniswap я продал, Uniswap я полностью продал, вот он. У меня были бесплатные монеты, но бесплатные монеты показали еще 2 икса, я полностью его скинул, этот Uniswap, буду сидеть в стейблах себе, вот. Портфель там есть, достаточно каких-то альткоинов, Uniswap полностью скинул, я продал его. XRP тоже практически полностью продал, там еще осталось пару монет, можно будет в дальнейшем продать на мороженка, как некоторые любят говорить. Ну, в принципе, что, такие вот результаты у нас по альт-сезону. Индикатор альт-сезона двинулся в сторону альт-сезона, вот, 61, не нужно забывать уже фиксировать прибыль, криптоэнтузиасты. Здесь у нас вообще перегретость 88, нужно фиксировать прибыль. Нужно фиксировать прибыль. И есть еще глобальный, который просто показывает медвежий сценарий по альткоинам и показывает биткоин сезон. Индикатор двинулся в сторону альт-сезона. Если взять вот этот вот локальный, который двигается каждый месяц, вот мы видим движение сейчас, мы видели движение май, март, декабрь, то не нужно забывать, что вот индикатор, который двигался в сторону альт-сезона, смотрите, декабрь 24 год, март 24 год. Он двинулся в сторону альт-сезона. Это уже намного сильнее индикатор. Среднее значение уже показывает то, что нужно продавать. Что нам нужно продавать? Pengun, Bong, Iena, XLM, Hebera, Algorand, Arbitrum, Kaspa. Arbitrum нужно продавать. Там уже иксы. Там уже иксы. Shiba Inu, Ada Cardano $1 практически было.
Уже иксы там нужно продавать, криптоэнтузиасты. Ну, это просто рынок бреда, абсурда, и я считаю, что это больше ничего. Если на этом глобальном индикаторе, где показывает 29 пунктов, здесь нужно продавать XRP, SUI, XLM, WhiteBit токен, BGB, биржевой токен BitGet, Heberu, AAVU, TRX, GT, ADU, Cardano, Dogecoin нужно продавать. Просто бред. Некоторые покупали в диапазоне 33 цента, а Dogecoin сейчас 25 и уже нужно продавать. Блин, бредятина, просто бредятина, когда это все закончится, я уже не знаю. Да. В принципе, вот так вот. Уже нужно, в принципе, продавать. Уже нужно продавать. Вот такой вот альтсезон. И, конечно же, давайте посмотрим лонги по эфириуму. Там интересный момент, мы давно их не рассматривали. Нету у нас движения, потому как нету лонгов по эфириуму. Какие будут движения? Все. Лонги закрыты полностью. Вот раз, закрыли. Лонги не набираются. Мы дальше начинаем падать. Дневка, да? Лонги продолжают закрывать. Раз, два, уже третий день мы просто падаем. Просто падаем. Как может что-то дальше расти, если не набранные лонги? Вот что. У кого какие мысли, пишите в комментариях под видео. Да, у нас есть еще здесь запас хода. Мы можем увидеть то, что к трендовой линии 22%, к глобальному падению тут 44%. Вот. Но лонги у нас вот так вот. И все четко они отработали. Мы их неоднократно рассматривали, они все четко отработали. Вот у нас альтсезон 24 год, сильнейшее движение. Вот у нас ноябрь 24 год, а вот у нас буквально уже апрель, май и лето 25 год. Вот наш альтсезон. Лонги были набраты колоссальнейшие, но движение альты минимальное. Крупный игрок всех перехитрил, всех обманул и сделал так, как ему нравится просто-напросто. Так, как ему нравится. Также давайте посмотрим лонги относительно доллара. И нужно, наверное, на этом закругляться. Просто сложный рынок. Ну, относительно доллара. Там у нас психолог говорил, что вроде бы как лонги относительно битка не важные, относительно доллара очень важные. Мы видим, что их просто в моменте закрыли. Все. В моменте закрыли лонги. Смотрите, мы пришли к значениям июня 24 года, лета 24 года. Если здесь у нас еще и лонг был открыт, вот он, лонг был открыт, то мы просто за неделю все это дело закрыли. Моментально. И очень тяжело, конечно же. Пробьет ли биток диапазон 130, уйдет ли на 170 тысяч долларов, мы этого не знаем. Пробьет ли эфириум 4000 долларов и будет дальше расти, мы тоже не знаем. Но фишка в том, что лонги закрыты конкретные. Если еще здесь что-то качалось, там набиралось, падалось, то мы просто на самом донышке. Мы на самом донышке. Здесь тоже аналогичная ситуация. Но здесь еще есть запас хода до донышка. Вот. Здесь еще есть запас хода до донышка. Крупный игрок сильно всех перехитрил, ему ни к чему толкать скамовозку, альткоины, он может просто выводить средства через ETF, даже не толкая альткоины. В принципе, вот так вот. Полнейшее разочарование на рынке, нет никакого альтсезона глобального, ничего интересного не происходит. И давайте еще посмотрим интересный тоже график по поводу альты. Такой вот у нас график есть. Здесь капитализация битка, альткоинов, там еще некоторые индексы. И он интересно показывает движение. Немножко похоже на график эфира относительно биткоина. Вот наш альтсезон 2021 год. У нас здесь была некая трендовая линия синяя. Мы к ней подошли. Вот. И здесь я думаю, что тренд по альткоинам может смениться, как только мы пробьем данную трендовую линию. Здесь закрепимся. Конечно же, все это дело очень тяжело происходит. Мы видим 4 недели роста. Мы подошли к этой трендовой линии, были в ноябре, в декабре 24 год. Мы здесь стояли январь 24 год, немножко не дотягивались. И сейчас все-таки ключевой момент. Или мы здесь пробиваем данную трендовую линию, и альткоины начинают идти в диапазон, ну хотя бы там 2 пункта. Да? И мы с вами видим альтсезон, такой примерно, как был там в 2021 году.
Пускай он здесь будет не длительный, там 3-4 месяца, но все равно альта еще с текущих может показать от 2 до 10 иксов. Или мы просто-напросто отбиваемся от данной трендовой линии и погружаемся еще ниже. Скамимся полностью, там мы и так видим пачку делистингов на биржах альткоинов, просто-напросто в дальнейшем будет большое количество скамов. И все. Мы на данный момент находимся у ключевого момента. Нужно здесь подождать пару недель, по всей видимости. Мы видим то, что прошлая неделя была колоссальнейший рост. Эта неделя все это дело приостановили. Может быть такое, что здесь 2-3 недели будет боковик, проторговка этой трендовой линии и дальше будет рост. Так что я думаю, что здесь можно будет в этом моменте посидеть еще, порисковать в альте. Может что-то получится для того, чтобы забрать вот это вот движение. Вот сюда вот, хотя бы туда. Есть тоже такой вот глобальный тренд у нас, 2017 год, 2021 год, и мы можем, конечно же, сходить вот сюда на глобальный тренд. На какой-то супер перехайп, перебитие 2021 года я не ожидаю. Ну, какой-то здесь exit pump альткоины могут показать. В принципе, ситуация сложная, особенно по альткоинам. Вот. Ну, и здесь ключевой момент по альте. Будем с вами наблюдать, смотреть. И я думаю, что август особо не хороший для криптоактивов. Может как раз в этот момент у нас вот это вот движение, которое у нас здесь будет происходить, припадет на август месяц. Помурыжит, наверное, еще знатно. Нужно будет, конечно же, набираться терпения. Вот что. Ну и мы можем, конечно же, попасть на коррекцию по биткоину даже вплоть до 10% с текущих. Имейте это в виду. Ну что, на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Все ссылки есть в описании под видео на биржу WhiteBit. Если хочешь заниматься стейкингом под неплохие проценты, можешь регистрироваться. Там будут тебе хорошие бонусы, плюс стейкинг такой, как и у меня. Также есть ссылки на телеграм-канал, подписываемся, все у нас будет хорошо, я думаю, что мы доживем до пика бычьего рынка. Всем желаю мирного неба, всем пока, до связи.